Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого «Марлен. Голубой ангел». В годы Второй мировой войны Марлен Дитрих обморозила себе и руки, и ноги. И они болели у нее потом всю жизнь. Но физическая боль, ладно, ее можно было еще стерпеть, но женщине не давали вернуться к привычной жизни еще и моральное переживание. Война обнажила перед ней двойные стандарты общества. «Если вам приказали убивать, — говорила она, — значит, это законно. Тем не менее, это значит убить. Вы обрываете чью-то жизнь только потому, что вам приказали. И получаете даже медаль за это. Но если вы прикончите кого-нибудь, реально причиняющего вред вам или вашей семье, вы будете отправлены за решетку. Таковы правила, которые невозможно понять. Марлен никогда не могла согласиться с этим. Сверх того, она чувствовала себя обманутой, еще и виноватой перед другими. Правительство обещало военным всевозможные блага, включая жилье и трудоустройство. Марлен служила рупором, вселяющим несбыточные надежды. Она озвучивала обещания, которые на самом деле никто и не собирался никогда выполнять. И ей было очень неприятно от мысли, что кто-то ее использовал, и невыносимо больно смотреть в глаза людям, брошенным по сути на произвол судьбы. Да, она помогала им как могла, прежде всего финансово, но это была только малая капля в море. С тех пор Марлен навсегда перестала верить словам политиков. Вообще, стремление помогать другим было настоящим вторым «я» Марлен, важной составной частью ее натуры, имевшей, впрочем, также и свою оборотную сторону, а именно вечную нехватку денег. Так, во время съемок фильма «Комната наверху» в послевоенной Франции Марлен до такой степени огорчала поношенная одежда сотрудников киностудии, что она заказала всем новую в США, всем 40 сотрудникам съемочной группы. Она могла, не задумываясь, купить Ford Roadster рабочему киностудии, годами копившему на него деньги. Или появиться в доме у арт-директора журнала Vogue, неся через плечо вечернее платье для одной из его служащих. Накануне она узнала, что та собирается на мероприятие. Не забывайте подписываться на наш канал. Марлен любила людей, но это не относится к большинству журналистов. Исключая разве что только советских, они единственные, по ее словам, не досаждали ей и не задавали глупых вопросов. В этом смысле она завидовала Фрэнку Синатре, которого с его итальянским темпераментом репортеры всерьез побаивались, ведь от него порой можно было ожидать и чисто физического отпора. Дитрих, разумеется, так не могла, но находила другие способы, чтобы, если требовалось, постоять за себя. Как-то на съемках фильма «Так хочет леди» Марлен сломала себе лодыжку. Обстоятельства этого эпизода, кстати, тоже заслуживают внимания. Она упала практически на бегу, держа на руках чужого ребенка. Все происходило в доли секунды. Тем не менее, летя кувырком, Марлен, как вы, наверное, уже догадались, думала в это время не о себе. Перелом стал результатом попытки любой ценой удержать безопасно над головой ребенка. Так вот, едва оправившись от этого перелома, Дитрих опять должна была улетать на съемки. Ей предстояло пройти через терминал, что было слишком большой нагрузкой. Выход из положения был один – заказать в аэропорту для себя коляску. Но когда женщина на такси подъехала к терминалу, выяснилось, что он в самом буквальном смысле наводнен репортерами. И Марлен решила тогда идти. Преодолевая боль, она собралась силами и, не хромая, твердо и уверенно вошла в зал. И вот что произошло тогда. Толпа журналистов в момент рассосалась. Этих людей интересовала совсем не я, прокомментировала случившееся после Дитрих. Их интересовала я на коляске. Эту аксиому она же, чуть позднее, блестяще использовала уже после съемок. Подъезжая на поезде к Нью-Йорку, она попросила у режиссера трость. «Одолжите ко мне ее, и вы увидите, как мама завтра окажется на первых страницах любых газет». С ногой все было уже в порядке, но Марлен сошла с поезда, сильно прихрамывая и тяжело опираясь на режиссерскую трость.
Не забывайте подписываться на наш канал. Незадолго до войны по дороге на корабле из Европы в США Марлен была приглашена на обед с участием Джека Уорнера, президента знаменитой компании Warner Brothers. Но за столом уже сидело 12 гостей, а Дитрих, будучи суеверной, считала невозможным присоединяться к ним. Она боялась числа 13. И тут из-за соседнего столика поднялся, услышав спор, большой, как показалось ей, гигантский мужчина. «Не стоит беспокоиться», – сказал он, – «со мной вас будет уже 14». Так вот необычно произошло оно – знакомство киноактрисы с Эрнестом Хемингуэем. И это их знакомство растянется на много лет, до самой трагической кончины писателя, совершившего, к сожалению, самоубийство. Бульварная пресса приписывала им любовный роман, но в реальности это были чисто дружеские, платонические, специально подчеркивала Марлен, отношения двух творческих личностей, по обоюдному желанию не переросшие в нечто большее. Дружба, считала Марлен, самый важный тип отношений, гораздо более значимый, чем любовь. Любовь непостоянна и ненадежна, и с легкостью находит причины для этого. А дружба искренна, или ее просто не существует. Актриса и писатель, она, как все близкие, называла его папа, никогда не жили вместе или даже поблизости друг от друга, но регулярно переписывались и порой целыми часами общались по телефону. Она содействовала последней его женитьбе. О степени взаимного доверия говорит тот факт, что Марлен едва ли не первой приходилось читать еще не опубликованные книги писателя. Хемингуэй прислушивался к ее мнению и признавался, что ценит его выше других, в том числе даже профессиональных критиков. «Я знаю, что каждый раз, когда мне приходилось видеть Марлен Дитрих, что-то происходило в моей душе, и я ощущал себя счастливым», напишет однажды Хемингуэй, и, пожалуй, добавить здесь нечего. Иммиграция – дело тонкое. Повезло тому, кто уезжал из страны осознанно, с желанием обнулить свое прошлое и начать выстраивать новую жизнь. Но никакими словами не передать ощущения тех людей, кто эмигрантом стал не по доброй воле, неожиданно оказавшись в чужой среде, с другим языком, ментальностью, образом жизни. При самом первом приезде в США Марлен прямо в порту спросили, нравятся ли ей Штаты, и она честно ответила, что еще не знает эту страну. Впрочем, тогда она была еще просто гостьей, а сейчас ей приходилось устраиваться там надолго. В некоторой степени ей было, конечно же, легче других, ведь она как-никак обеспечена была работой, однако, тем не менее, все равно чувствовала себя глубоко потерянной. Уют родного дома было не заменить, и это относилось даже к привычной пище. Мир гамбургеров, чизбургеров и кока-колы вызывал у Марлен настоящий шок. Она справедливо считала их вредными для здоровья и определяла как извращение, особенно подчеркивая всегда, что город Гамбург к названию гамбургер никакого отношения не имел. Впрочем, в неприятии фастфуда было и положительное. Актриса вынуждена была начать учиться сама готовить, шаг за шагом осваивая кулинарии разных стран мира, среди которых ей больше всего нравились шведская и русская кухня. Несколько из наиболее популярных ее рецептов вы сможете найти в описании под этим фильмом. Немцы, непредусмотрительно бежавшие из Европы в США, попадали, что называется, из огня да в полыми. Невзирая на лица, взгляды, заслуги, прошлое, здесь принимали их как врагов. Муж Марлен, стопроцентный антинацист, тоже вместе со всеми угодил под раздачу. Ему было запрещено работать. С 7 вечера до 7 утра он обязан был находиться дома, и повлиять на это было невозможно. Трудно поверить, но среди прочих интернирован был и писатель Ремарк, чьи книги в Германии жгли гитлеровцы. Нацисты, сверх того, официально лишили его гражданства, но от репрессий в США его не спас даже панамский паспорт. Такое отношение в США к нему стало для писателя моральной трагедией, и, как и всякий творческий человек, он очень остро страдал от этой несправедливости. При первой же представившейся ему возможности он с радостью покинет берега, столь негостеприимно принявшей его Америки. Марлен познакомилась с ним в Венеции во время ланча с режиссером Штернбергом.
На следующий день Ремарк окликнул ее на пляже, но все же не удержался, чтобы не съязвить, заметив в ее руках томик произведений поэта Рильке. «Я вижу, что вы читаете хороших авторов». Ему казалось невероятным, чтобы она могла читать настолько серьезную литературу. Однако улыбка быстро исчезла с его лица, как только Марлен без единой запинки, по памяти, одна за другой продекламировала несколько поэм Рильке. Но еще больше он удивился, узнав, что помимо книг женщина является ценителем живописи, и что стены ее апартаментов в Нью-Йорке украшены картинами выдающихся художников, в частности Сезанна и Делакруа. Что было дальше? Писатель предложил Марлен куда-то поехать вместе, и она поехала с ним не только на ужин, а и в Париж, навсегда превратив Ремарка в поклонника. Он страстно любил Марлен. Это прочитывается в его письмах и в созданном им образе актрисы Жан Маду, персонажа романа «Триумфальная арка», не случайно переданном через призму восприятия ее любовника. Но можно с уверенностью сказать, что со стороны Марлен чувства были гораздо менее пылкими. Ведь вскоре на ее жизненном горизонте появится Жан Габен, уехавший из Франции после оккупации ее Гитлером. Ремарк и Хемингуэй были, конечно, не единственными писателями, мечтавшими познакомиться с Марлен Дитрих. Она как настоящий магнит притягивала к себе интеллектуалов. Но был и по меньшей мере один писатель, с которым не просто, а много лет мечтала познакомиться она сама. Это был советский писатель Константин Паустовский, чья маленькая книга на 2 языках, на русском и на английском, произвела на Марлен такое огромное впечатление, что с этого дня она уже не могла забыть ни эту книгу, ни имя автора. Вы видите сейчас кадры из фильма по рассказу «Телеграмма», который понравился Дитрих больше всего. Это был незамысловатый рассказ о женщине, уехавшей из деревни, и ее оставшейся в одиночестве матери. Как знать, возможно, Марлен увидела здесь нечто личное, и это задело ее за живое. В 1964 году, приехав на гастроли в Советский Союз, Марлен прямо в аэропорту спросила, как можно повидаться с Паустовским. Ответ обескураживал. Писатель был нездоров, лежал в больнице после инфаркта. И все же, как это ни удивительно, мечта Марлен Дитрих в тот раз сбылась. Паустовский пришел на ее концерт, приехал из больницы вместе с доктором. «Я увидала мужчину, он поднимался на сцену ко мне», — вспоминала актриса. Это был Паустовский. Я была настолько ошеломлена, что не могла выдавить из себя ни слова. То, что произошло дальше, потрясло всех. На глазах у онемевшего зала Марлен опустилась на колени перед писателем и нежно поцеловала его в руку. Не забывайте подписываться на наш канал. В следующей серии Дитрих и Жан Габен.